Professional Fishing 2– это вторая часть захватывающей игры о рыбалке, которая перенесет вас в мир захватывающих рыболовных приключений. Попробуйте себя в роли начинающего рыболова, отправляющегося в путешествие с простым, но надежным снаряжением. У вас есть старая удочка и катушка, напоминающая ностальгических 80-х, с кусочком хлеба в качестве приманки. Чтобы сделать вашу экспедицию более удобной, у вас также есть подсак и палатка, которые позволяют расслабиться и начать игру из любых сохраненных локаций. Начало может быть сложным, но по мере того, как вы наберете опыт и повышаете уровень, постепенно прогрессируете в своем рыболовном мастерстве. Продавая пойманную рыбу, вы увеличиваете баланс своего счета, что позволяет вам приобретать лучшее снаряжение и рыболовные снасти. Вы можете выбирать из различных методов ловли, таких как поплавочная ловля, спиннинг, фидер и многие другие. Используйте разнообразные приманки, наживку и эхолоты, чтобы повысить свои шансы на поимку более крупной и требовательной рыбы. Игра предлагает множество квестов, которые ускорят ваш опыт и заработок. Кроме того, вы получаете очки, которые обеспечивают вам признание и рейтинг. Положительные баллы присуждаются за ответственное обращение с пойманной рыбой путем содержания ее в садке, специальной сети или выпуска в дикую природу, что способствует ответственному подходу к рыболовству и охране окружающей среды. Перед вами лежит обширный рыболовный мир, изобилующий увлекательными местами для исследования. Отправляйтесь в разные озера, реки и другие водные пространства, которые скрывают уникальные виды рыб и секреты. Чтобы облегчить вашу мобильность, у вас есть доступ к различным видам транспорта, включая паромы, автобусы, автомобили и квадроциклы. Вы также можете арендовать лодки или приобрести собственные, чтобы добраться до отдельных мест рыбалки. Вы можете играть как в одиночном режиме, так и в многопользовательском, где вы можете столкнуться с другими рыболовами. С новой системой лицом к лицу вы можете общаться с другими игроками и участвовать в соревновательных испытаниях, устраивая дуэли на основе пойманной рыбы. Вы также можете участвовать в многопользовательских соревнованиях, вступайте в рыболовные клубы или создавайте свои собственные рыболовные организации, где вы сможете делиться знаниями и опытом с другими любителями рыбалки. Привет, друзья! Только вчера узнал, что уже как неделю вышла демо-версия новой рыбалки Professional Fishing 2. Я нашел немного времени и дам вам очень много информации на фоне видеоряда, а также покажу очень занятный момент, который, я думаю, не показывали еще. Даю спойлер, мой рыболов очень неплохо плавает, но быстро выдыхается. Так что присаживайтесь поудобнее, берите бутербродик, чаек и поехали. Мы появляемся на базе и видим достаточно неплохо прорисованного персонажа, который может иметь вид от первого и от третьего лица. Я же, конечно, буду играть от первого лица, от третьего это я оставлю для школьников. Попадаем на базу. На базу присутствует рыбный рынок, магазин, рыболовные товары, рекорды рыбы по местам, так называемая доска почета, много-много деревьев, много-много травы. Нормальная графика. На базе присутствует девушка, которая держит в руке табличку с надписью «Дам задание», если вы понимаете, о чем я. А возле ног у нее стоят ведра с рыбой. Ну, если вы понимаете, о чем я. Мы, конечно же, берем у нее задание по рыбе. Нам нужно будет поймать килограмм плотвы за 3 часа. Также присутствует бородатый мужик, который на чисто английском спрашивает вас: «Хочешь ли ты продать мне свою рыбу?» Ну вот, собственно, и все, что присутствует на стартовой локации. Рыболов ходит медленно, даже с шифтом. Его скорость медленнее, чем хотелось. По интерфейсу. Рабочая панель с отображением катушки, фрикционного тормоза, скорости намотки, лески находится в нижнем левом углу. Там находится полоса стамины, выносливости, время. Время, кстати, в игре при каждом новом заходе 9 часов утра. Там же иконка погоды, иконка температуры и градусы, иконка и цифры скорости ветра. Теперь самое главное. Слева также выходит меню с кнопками помощи, такими как F1 и F2. Слева вверху мы имеем иконку, кнопочку рюкзака, вашего рюкзака, в котором у вас сохраняется садок и другие ваши аксессуары и рыболовные принадлежности, если у вас когда-нибудь получится заработать деньги в этой игре и купить такие аксессуары, как эхолот, подставки под удилище и всякое прочее. Дальше идет первый, второй, третий слот, в котором могут быть у вас готовые сборки с удилищами.
Всю верхнюю часть экрана занимают иконки в форме круга. Иконки, удилища, катушки, лески, поплавка, в данном случае маховая удочка, грузила, крючок и наживка. Это неудачно позаимствовано из другой 6-летней игры о псевдорыбалке. Все имеет износ, абсолютно все изнашивается. Изнашивается очень быстро, потому что разработчик посчитал, что это практически основная статья расходов рыболова в экономике этой игры. Сразу скажу, в корне не согласен с выбранным вариантом. Это нужно переделывать, выглядит примитивно. Я бы сказал разработчику, как и при каких условиях снасти изнашиваются, чтобы он сам знал. Видимо, он не знает. Их нужно сделать вертикальными, отображение этих иконок, и эргономичными, чтобы они не занимали половину верхнего экрана. Сделать возможно только включение только самых важных или нужных рыболову элементов рыболовной снасти. К сожалению, я не смог протестировать шкалу нагрузки, как происходит вываживание, когда рыба имеет силу больше, чем рассчитана снасть рыболова. Такая рыба у меня не клюнула в то время, как я находился в игре, но у меня стояла другая задача. Задача была за короткое время понять, как устроена игра, как она работает, какие проблемы, какие плюсы и что планировать. В игре присутствует раздел «Как играть», в котором с короткими обучающими роликами показано, как собрать рыбацкие снасти, как рыболовные. Тут написано «сети», но это не сети, речь идет о том, что обязательно перед каждой рыбалкой, на каждом месте, на котором вы остановились, прежде чем забросить удочку в воду, вам нужно установить садок. Это не припомню, в какой рыбалке я видел потребность в установке садка. Выглядит атмосферно, влияет на то, что если вы установите садок далеко от земли или вымостки, то пойманную рыбу вам придется выпустить или выбросить. Если вы выпустите, вы получите плюс к опыту, но минус к очкам. Если вы не будете находиться в достаточной близости от садка, вам придется все время выбрасывать рыбу, пока вы его не установите ближе. Также в обучении указано, как вам поменять снасти, как забрасывать, когда подсекать. Но все то, что нужно для целевой аудитории игры о рыбалке. Old School, кто меня давно знает, прекрасно понимает, о чем речь. Вся целевая аудитория рыбалки рыбу видела только когда мамка приносила ее с магазина, и все. Ведь их рыбацкий опыт основан на отсталых псевдостримерах, которые никогда ничего не понимали в рыбалке, только жевали сопли под нос, пили пиво в грязной майке, кто-то в больших очках лохматый рассказывал, в каком магазе можно купить алкоголь подешевле, но не о рыбалке. Так что этот раздел, конечно же, нужен, ведь каждый разработчик игры понимает, что 90% игроков не поймут, как это сделать без подсказок. Собственно, как и один стример из страны, который ведет кровожадную войну с Украиной, с моим домом, со мной, который каким-то образом получил, как я услышал, ключ раннего доступа от разработчика, насколько я понимаю. Этот вопрос очень сильно беспокоит. И оставил я его, конечно же, на форуме. Ведь братская страна Польша, ее президент Дуда, большой друг Украины, народ Польши, братья и сестры, как может помогает Украине в войне с оккупантом, с Россией, а разработчики из Польши или компания-издатель из Польши дает ключ от раннего доступа. Так быть не должно. В игре присутствует магазин, в котором практически ничего нет. Есть бамбуковая удочка, я так понимаю. Девс был воодушевлен 80-ми бамбуковой удочкой и куском хлеба. Также там присутствует спиннинг на выбор, цены драконовские, снасти ноунеймовские. На леске написано Professional Fishing 2. На спиннинг я не половил, потому что возможность приобрести силиконки появляется с 4 уровня. На спиннинг, по-моему, с 8. До 4 уровня там делать нечего. Вот присутствуют две катушки, собственно, которая стоит на бамбуковой удочке. Также в магазине присутствует летая современная безинерционная катушка. Разделы грузила, фидерная корзина, крючки, приманки, прикормки, подставки, сигнализаторы, рогатки, эхолоты, лодки. То есть все это планируется в будущем. Мало что можно сейчас попробовать, потому что нужен высокий уровень, как для опыта, который получают за поимку рыбы, так и большие деньги. Это стоит больших денег, как для того, сколько зарабатывается за рыбу, по крайней мере сейчас. Фидерная ловля не представлена, она будет дальше. Почему-то и в этот раз разработчик решил сначала показать нам поплавок и спиннинг. То есть все делается шаблонно, стандартно во всех играх, хотя я уверен, что большинство в дальнейшем будет интересовать именно фидерная, спиннинговая, карповая ловля, если она будет, и, возможно, по своей необычности нахлыстовая рыбалка. В игре присутствует палатка, которая была в некоторых других играх, по-моему, в одной точно была. Но, сколько я помню, так вот эта палатка может устанавливаться на землю в месте, где вы
ловите, и при следующем заходе вы будете появляться именно в этой палатке. Это как сохранение с возможностью поспать в этой палатке. Не спрашивайте, зачем. Что мы имеем по механике? Заброс происходит достаточно по-деревянному, но я бы не сказал, что плохо. Обычный среднестатистический заброс, как во многих играх. Вся проблема в отсутствии плавности этого заброса. Сейчас на данном этапе трудно понять по шкале заброса, на сколько метров летит снасть. Поведение поплавка, движение поплавка достаточно приятное и разнообразное. Достаточно нормальная работа поплавка. На видео, которое вы смотрите, поплавок будет виден, но плохо заметен. Но в меню это перо можно увеличить. Этот поплавок сейчас стоит на 5, и его можно увеличить на 10. Он действительно становится достаточно большим, но чуть не чрезмерно. Тому вроде бы как нормально будет сохранен баланс. Будем посмотреть на других поплавках. Есть ненужные вещи. Ненужных вещей в этой игре уже сделано, как и во многих других много. Это третий вид персонализации рыбака. Много-много деревьев, много-много кустов, объектов, всего остального. Я вот, конечно, могу ошибаться, но, скорее всего, поплавок современный, следующий, который там будет в магазине, будет ярче и красочнее. Его будет достаточно хорошо видно, и с поклевками не будет никаких проблем. Абсолютно непонятное пока вываживание при рыбке в 100 грамм тебе непонятно. Ты ее не чувствуешь абсолютно. То есть для того, чтобы сказать реалистичное ли вываживание, или сопротивление рыбы, насколько рыба имеет нормальный искусственный интеллект, это можно понять только исключительно при ловле на другие снасти другой рыбы. На данном этапе невозможно сказать, насколько влияет поднятие палки вверх ПКМ на усталость рыбы и на все остальное. По поводу подсечки ПКМ в этой игре в большинстве случаев пойманная рыба засекалась сама. Я ПКМил, но подчеркну еще раз, анимация поклевок на поплавок очень достойная и разнообразная. Теперь маленькое лирическое отступление. Для тех, кто дослушал до этого момента, я тестировал, ходил, пробовал, заходил в воду. И вот один момент мой рыболов поплыл. Я дважды пытался переплыть, но стамина не дала мне этого сделать. Я дважды утопил рыбака. Это, наверное, первый случай, когда рыбака в рыбалке утопили дважды. Стоимость рыбы, по крайней мере, которую я ловил, стоит она очень мало. Единственная возможность заработать деньги на этот момент, это будет брать задание у девочки с табличкой. Также в игре присутствует статистика рыболова. Но на данном этапе неинформативная. Без важных вещей в ней. Есть виды рыб с максимальным весом, которые вы поймали. Будет таблица рекордов, но мне кажется, она будет малоинформативной и малоценной, если вы понимаете, о чем я. Снасти можно будет отремонтировать сразу на месте, так сказать, не отходя от кассы или места ловли. Так быть не должно. Если рыболов умеет сам все ремонтировать, тогда ему нет смысла отстегивать деньги игре за это. Это нелогично, и нужно менять в корне подход к износу снастей и ремонту. Как я понял, разработчик тут один. Помните уже одну такую игру «200 тел никому не нужного онлайна», где лучшей насадкой на карпа есть живец размером с ладонь шахтера. Так вот, разработчик ведет или планирует ввести в игру много вещей, которые не влияют на саму рыбалку, ее механику, клев, поиск рыбы, а вещи, которые влияют на атмосферность, красоту, но никак на сам процесс рыбалки. 1000 раз говорил, в игровой рыбалке важен сам процесс, правильность этого процесса рыбалки, последовательность действий, знания и умения их применять для достижения цели в поимке той или иной рыбы, правильность расселения, миграции рыбы по водоему, местонахождения в то или иное время суток, погоду, время года и так далее. Для того, чтобы это реализовать, чтобы получился симулятор рыбалки, нужно много знаний. Самое главное знание, что можно прописывать в алгоритме, что можно упустить. Легче просто сделать красивую картинку, выпустить еще одну 1500-ую рыбалку без скилла, когда разработчики поймут, что игровая рыбалка без скилла дает онлайн 100 человек, тогда и будут выходить достойные игры о рыбалке. Теперь я процитирую вам разработчика игры через неделю после выхода демо-версии. Повторю, я узнал о выходе только вчера. Прошлой неделе с момента выхода демо-версии Pro Fishing 2 я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто играл демо-версию, заполнял анкету в игре, ставил оценки, отзывы. Я очень доволен количеством игроков, принявших участие в демо-версии. Оценки, которые я получил в вопросах демо-версии, сыграла 3000 человек. И она получила общую оценку 3,8 из 5. Вам может быть интересно, почему я не участвую в обсуждениях здесь в Steam, не отвечая на ваши вопросы. Я хочу, чтобы вы знали, что у меня не так много времени
времени для участия в дискуссиях, так как я сосредоточен на разработке игры. Я студия, состоящая из одного человека, я сам занимаюсь программированием, графикой, звуком и всеми остальными аспектами производства игры. Это хреново. Поэтому прошу понимания и терпения. Да, понять и простить. Я учитываю ваше мнение, предложение на основе вношу изменения и улучшения. Я хочу создать игру, в которой лично я хотел бы играть. Да, мы это уже слышали. Я буду держать вас в курсе, держи. Позвольте мне ответить на несколько часто задаваемых вопросов. Леска укорачивается после каждого заброса. Смешно. В реальности леска не укорачивается. В классном понимает, но в игре будет укорачиваться. Л. Логика. Но в игре это связано с поддержанием экономического баланса. Херовый баланс. Очень херовый. Предметы нужно потреблять, чтобы игроки было на что потратить свои деньги. Неправильная в корне позиция. Надо слушать меня. Я расскажу. Укорачивание лески является показателем ее износа. Клоунада. Рыболовные снасти слишком быстро изнашиваются. Бред. Я уменьшу скорость износа предметов, чтобы решить эту проблему. Давай, уменьшай. Рыба слишком маленькая. В демо-версии также появляются более крупные рыбы. Вам нужно отрегулировать длину поводка, поплавочной. Да. Хорошо найти рыбу на глубине. Да, со снастями на килограмм. И с рыбой, которая дает опыт 2, через 8 лет, в принципе, докачаемся. В настоящее время я усердно работаю над версией игры для раннего доступа, выпуск которой запланирован на октябрь. Хорошо. Эта версия будет включать в себя расширение карты Центральной Европы, дополнительные регионы, реки с заводями, озерами и прудами, карта мира, настройка персонажей, возможности персонализации. Вообще нахер не нужна эта херня. Но отвлекайся, если хочешь, разработчик. Основные многопользовательские функции, такие как видимость других игроков, абсолютно ненужная хрень. Фидерный способ ловли, механика наживки и прикормки, гидролокаторы, эхолоты, расширенный ассортимент рыболовных снастей в рыболовном магазине, включая различные виды удочек, катушек, приманки и другие аксессуары, средства, лодки, понтоны, моторные лодки, наземные транспортные квадроциклы, таблицы рекордов для лучших игроков. Достижения потрясающие. На этом этапе раннего доступа я также планирую расширить карту Центральной Европы дополнительными регионами, включая Западную, Восточную и Скандинавию. Это очень важно. Очень важно. Так что в заключение еще скажу, что направление по наполнению игры водоемами Центральной, Восточной, Западной Европы, кто помнит, я всегда это говорил, и недавно в последних стримах говорил. Именно это один из путей к успеху игры. Главное, чтобы сам процесс генерации рыбы, ее клёва, ее ловли, процесс поиска рыбы, влияние на ее клев, на удержание, удерживание вместе ловли и многое другое, что есть основное в рыбалке, как можно точно соответствовали тому, как вы есть в реальной жизни. Будем следить по возможности за развитием событий, но много надежд питать не будем. Все мы помним, как рыбалки, которые могли стать лучшими в своем жанре за мгновение, извините, много текста, за мгновение становились никому не нужной игрой с 25 людьми. Все из-за нежелания разработчиков слышать правильные советы, делать правильные нужные изменения, балансировку, а слушали стадную аудиторию безграмотных в рыбалке людей. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, чтобы как можно больше нормальных людей посмотрели этот ролик. Ведь только тут, на этом канале, вы сможете получить самую честную, правильную, полную, полезную информацию о том, какая должна быть игровая рыбалка, рыбалка в целом. Рыбалка, в которую хотелось бы играть каждый день, и она не надоедала бы. До встречи. Слава Украине, смерть врагам.